Отлично. Все, девчонки, давайте подтягивайтесь. Модель наша уже пришла. Вот она, наша модель. Мы уже успели ее помыть. Сейчас будем с вами стричь. Как всегда, одеваем. Так, вот наша модель с вами. Нашу модель зовут Ирина. Спасибо ей большое, что она к нам пришла. Сейчас вы увидите, что у нас есть, и потом увидите результат. Так, вот у нас с вами наши волосы. Что у нас здесь было? Волос волнистый. Давайте натянем, посмотрим, что у нас было. Было у нас с вами каре. Видите? Длина внизу ровненько. Легкое такое удлинение вперед. Так. И давайте посмотрим, разберем стрижку, что здесь было. Угу. И градуировочкой. Небольшая градуировочка. Не сильная. Небольшая градуировка. Так, ну все, давайте поехали. От уха до уха пробор, как всегда. Так, сагитальный пробор он называется. Кто-то меня там как раз спрашивал, задавал вопросы про каре, чтобы дырки не было. Вот сейчас будете смотреть, как каре стричь. Я буду. Если вам мешают волосы у лица, закалите. Так, здесь по желанию у нас каре сделать немного поровней. Но мы же понимаем, да, что у нас здесь волос меньше, чем на затылке. Да, потому что вот эта зона у нас не волосатая. И волосы у лица приподнимаются. Поэтому мы будем делать все равно не совсем ровное, а будет маленькое легкое удлинение к лицу. Делим на 4 части и приступаем к стрижке. Я вам говорила, что у нас будет легкое удлинение, значит, соответственно, наши рабочие проборы тоже идут немного под наклоном, по диагонали. И также мы с вами здесь будем стричь. По желанию не очень коротко. Сейчас мы смотрим с вами рост волос, чтобы не оголить рост волос. Опускаем голову вперед.
И приступаем к стрижке. У нас с вами изначально будет 0, натяжение 0. Наши пальчики будут повторять наш рабочий пробор. Так видно? Пальчики повторяют рабочий пробор. Видно? Не видно, да? Сейчас чуть-чуть. Так, что у меня здесь отключено? Телефон отключен. Сейчас я его включу. А то он сядет у нас очень быстро. Угу. Опускаем голову вперед и прорабатываем нашу линию. Чуть-чуть на бочок. На бочок. Ровненько. И проверяем длину. Все, проверили длину, переходим к следующей зоне. Делим по центру прядь. Если вам мешают волосы, вы можете их заколоть. Голова клиента чуть-чуть опущена вперед. Сейчас я смотрю, что было подстрижено. Так. Нижней линии еще сделаем пока одну прядь потяжелее. То есть еще одну нашу линию. Так как мы с вами задали уже нашу окантовочную линию, мы по ней с вами простригаем вторую прядь. Но все равно не забывайте пальчики параллельно рабочему пробору. Проверяем, натягиваем, чтобы одна и та же длина была из одной и той же зоны. Угу. Все, переходим к нашей легкой градуировке. Вы помните, что градуировка задается 45 градусов, да? Как правило, для боб-каре, для градуированных стрижек типа Сессона и так далее, да? Мы с вами делаем небольшую градуировку, то есть не сильную. Поэтому у нас, соответственно, угол будет не 45 градусов. Как правило, мы с вами смотрим до 45, когда в прямом положении голова. 45 был бы вот так. Сейчас я вам покажу.
да, 45 был бы вот так. Но я так делать не буду, у меня будет немного меньше. Поэтому мы с вами видим нашу контрольную внизу, видите, она там есть, и мы с вами вводим. У нас будет такая легкая градуировка. Также переходим на диагональный пробор. Для того, чтобы вам удобнее было стричь, опускаем голову вперед, переходим на диагональ. Две контрольные видим. Мы с вами сейчас переходим к следующей линии. То есть у нас сейчас переходящая контрольная прядь, а последнюю будем натягивать. И последнюю уже подтягиваем к себе. У нас получилось, видите, легкое удлинение, которое мы с вами потом уберем. На противоположной стороне все это зеркалим. Не получилось. А я тебя поверну, потому что вот так вот вертим. Угу. Так, помните, да? Чуть-чуть голова у нас идет вниз, опущена. Диагональный пробор. Диагональный, показываю. Сейчас поверну. Видно, да? Диагональный пробор. Угу. Все, опускайте же ровненько. Натягиваем. Соединяем. Следующий пробор у нас с вами идет с переходящей контрольной прядью. Подтягиваем. Проверяем обязательно нашу линию. Проверяем из одной и той же зоны. Берем попрядно и сравниваем длину. Также переходим к середине. Если вы посмотрите, видите, линия у нас идет предыдущей стрижки. Видите, было удлинение. Сейчас мы немного меняем форму. Как всегда, первая прядь у нас с вами идет по центру. Видите нашу уже заданную линию? Не видите? Сейчас я вам покажу. Так. Голова чуть-чуть вперед. Заданная линия наша. Так, опять не видно. Вот так. Теперь будет видно. Так, поехали. Заданная линия. Видно ее. Простригаем нашу новую прядь. Продолжаем. Вот она, наша линия пошла. Небольшая у нас градуировка получается. Это не боб-каре. Это просто градуированная стрижка. Переходим на диагональ. Натяжение у нас с вами 90. Контрольные вы видите. Срезаем.
Как вы определяете, какую зону мы должны уже подтянуть? Тогда, когда вы уже выходите вот к зоне уха. И уже вот эту зону я всю подтягиваю. Также с противоположной стороны. Сейчас я вам поверну. Так, отлично, видно. Так, давайте переходим здесь тоже на диагональ уже. Потому что центральная прядь у нас прострижена. Продолжаем нашу линию. И вот эту всю, всю эту зону подтягиваем. Проверяем. И проверяем опять также попрядно. Также вы можете стрижку эту проверять обратной диагональю, как я вас учила в предыдущей стрижке. Берете обратную диагональ, натягиваете, только обязательно натягиваете ровно и прорабатываем с вами зону. Отчесываете очень хорошо, чтобы ваша линия была видна, что вы срезаете, чтобы вам не зарезать лишнего. Вот у нас получается легкая с вами градуировка. Опять же отделяем прядь по центру. Нашу линию видим. Так, сейчас я вам ее покажу. Вот. По центру прядь отделили. Линию видим. Ее продлеваем. Переходим в диагональ. Подтягиваем оставшиеся волосы. Так, вот так будет видно. Здесь также переходите в диагональ. Подтягиваем оставшиеся волосы.
И проверка. Проверяем также попрядно. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось с линией. То, что у нас с вами легкая градуировка, вот она видна. Видно, да? Это не такая, как у Боб. У Боб была бы круче. Маленькую делаем. Теперь наклоняем голову и смотрим, что у нас с линией внизу. Видите? Идет вот маленький хвостик на удлинение. Вот он. Мы пока его с вами не трогаем, мы потом стригать будем вот в височную линию. Отделяете височек. И захватываете часть, как всегда, с затылочной зоны. То есть мы с вами должны стричь на одном уровне. Так, поворачиваю чуть-чуть, чтобы мне подлезть можно было. И сейчас я вам как раз покажу вот про ушко. Видите, ушки немного торчат, поэтому, соответственно, будет подниматься эта часть волос. Поэтому мы с вами, когда делаем натяжение, да, мы с вами выводим, вы определили длину, которую вы хотите. Так как хочет она чуть-чуть поровней, да, видите, вот у нас пошла линия, вот отсюда пойдет уже чуть-чуть поровней. Не будет сильной градуировки. Не градуировки, а удлинения, прошу прощения. Натягиваем волосы. Контрольную я беру с затылочной зоны. И, как я вам уже говорила, ушко немножко вот так сделаем расческой. Сейчас найду я, где мы там подстригли зоночку. Расческой чуть-чуть. Потом мы с вами вот эту зону уже в сухом виде будем дорабатывать. Если вы посмотрите, в мокром виде она немножко длиннее. Вот она. Так, переходим в другую сторону. Так. Поехали с другой стороны. Как я вам уже говорила, лучше стричь зеркально. То есть лево-право, лево-право. Для того, чтобы вам потом долго не пришлось выравнивать. Приступаем. Опять же натягиваете. Ушко, помните, у нас идет. И обязательно проверяем длину. У нас длина с вами должна быть одинаковой, что слева, что справа. Где-то там один волосочек, сейчас мы его поищем. Следующий блок. Так, у нас с вами, вы помните, небольшая градуировка идет. Поэтому мы берем с вами контрольную прядь, которая за ухом, с затылочной зоны.
Переходим на диагональку. Подтягиваем к контрольной, которая у нас за ухом. Потому что у нас с вами это все-таки каре. Но мы с вами будем еще у лица стричь, поэтому вы увидите, оно видоизменится. Видим 2 контрольные пряди. Так, сейчас я вам покажу. Подтягиваем за ухом. Видим 2 контрольные пряди, соединяем. Подтягиваем к пряди, которая за ухом. Оттягиваем, насколько хватает. Так, переходим уже к левой стороне. Опять же берем прядь нашу контрольную, которая за ухом. Она уже у нас задана. Подтягиваем новую прядь. Создаем линию. Все волосы подтягиваем, насколько хватает. Здесь по желанию у нашей модели, чтобы волосы все-таки чуть-чуть можно было захватить. Поэтому сильно не укорачиваем эту зону. Теперь переходим дальше к стрижке. Стричь будем сейчас уже у лица челку. Так, у нас надо туда, да? Видите, у меня уже где-то подсохли волосы, поэтому вы должны обязательно намочить. Как вы помните, натяжение у сухих волос и у влажных разное. Для того, чтобы у вас правильно получилась стрижка, обязательно смачивайте волосы. Так, ну не сильно коротко, да, у нас чего-то? Сколько сантиметров? 2, да? Согласна. Челку мы будем вводить в стрижку. Определяйте, какая она у вас будет, прямая, косая. Решайте как бы сами. Смотрите, что было подстрижено, да, обязательно. У нас она немного в сторону идет, косенькая. Поэтому мы так и будем ее стричь. Определяйте место пробора, по которому она носит. Это будет у вас самая короткая часть. Так как видите, вот у нас волосы растут все равно в эту сторону. И вы попытаетесь переуложить. Вы видите, да, что эта зона совсем не хочет, поэтому пробор где-то здесь. Поэтому короткая часть будет здесь. Натягиваете самую короткую часть, определяете. И дальше мы с вами уже подтягиваем к этой короткой части. Видите, да? Все, я дальше уже ввожу в нашу стрижку. У меня задана длина. И я челку ввожу, плавно перевожу. Все, закрываю, нет?
простригаем нашу более длинную часть. Также мы с вами подтягиваем все к центру. Не к центру, а к пробору, к нашей контрольной линии. Проверяйте сразу длину у лица. Где у меня там? У нас лево-право должно быть одной длины. Поэтому обязательно проверяйте, дорабатывайте. Следующий берете блок. Опять же подтягиваем к нашей короткой зоне. Видно? Так. Подтягиваем. Вы видите уже там нашу контрольную линию, которую мы задали, и все подтягиваем к ней. Стрижем, естественно, не от балды, а по нашей контрольной линии, которую мы с вами задали в длине. Все подчесывайте, насколько хватает с макушки. И дальше встригаем. Опять же натяжение у нас параллельно полу. Последней пряди. Знаете, какая форма у нас уже получилась красивая. И теперь сейчас с вами доработаем макушку. Вы помните, у нас с вами пробор где-то здесь. Но на макушке вы длину определяете задней вот этой вот стороной. Я сейчас вам ее разверну, покажу. Я, правда, уже отрезала, но все равно вы должны понять. То есть вы определяете длину, так как мы здесь с вами уже простригли, да, вот эту всю зону. Вы определяете длину. Так, понятно. Ничего не увидели. Давайте покажу снова. Значит, вы простригли вот эту вот затылочную зону. Вы ее поднимаете и определяете длину вашей макушки. Я просто ее отрезала. Я думала, вы видели, а потом поняла, что вы не видите. И проходим всю макушечную зону. Слева-справа выравниваем, подтягиваем к нашей заданной контрольной линии на макушке. Все, здесь мы прошлись. Теперь вы переходите на нашу линию, самую короткую, на челке. То есть отделяете пробор именно по ней. То есть контрольный у вас будет находиться на уровне короткой линии у челки.
То есть на линии пробора, который носит ваша клиентка. Значит, вот смотрите, вы натягиваете, естественно, 90, но хочу вам показать, что же у меня в итоге получается. Как бы мне сейчас развернуть, чтобы у меня руки остались, они сейчас, я прошу прощения. Вот смотрите, что у меня получается. Я простригла челку и простригла макушку. Я теперь должна соединить эти две точки. Соединяем. Так. Берем следующую прядь и подтягиваем все к нашей контрольной на теменной зоне. Пока хватает волос, подтягиваем все. Попрядно, естественно. Иначе в руке не уместится. Ну все, видите, здесь у меня ничего нет. Переходим направо. Наша контрольная с вами линия, вы помните где. Подтягиваем все к ней. Так, все срослось. Теперь обязательно проверяем. Как я вам уже показывала в предыдущих стрижках, обязательно проверяем линии на соединении, то есть на стыке теменной зоны, височной зоны. У нас там должен быть уголочек, да, поэтому мы с вами держим на этом стыке руку, берем прядь и натягиваем 90 градусов именно к этому месту. Сейчас, секунду. Не натягивается, натянули. Вот этот маленький уголочек мы просто убираем. Так, также мы проверяем с этой стороны, с правой. Натягиваем, смотрим, вот он маленький уголочек, убираем. Ну вот, наша стрижка готова. Теперь мы с вами ее сушим, как всегда, и дорабатываем уже на сухую. Поэтому сейчас я говорить не буду, вы просто смотрите, как я сушу, потому что микрофон, а у меня микрофона нет. Можно на самом деле посмотреть, зарядился или нет. Так, обязательно глазки ваш клиент закрывает, иначе все эти волосы, которые вы подстригли, будет все в глазах. Угу.
точно.
И дальше с вами переходим к стрижке. Если вы посмотрите, форму немного напоминает предыдущую, да, видите, более кругленькая у лица, но в то же время градуированная затылка, да. Сейчас я вам покажу сбоку, как это выглядит. Видите, небольшая градуировка у нас, вот она есть. Я вам ее разбила, чтобы вы видели. Видите, все-таки у нас с вами, смотрите, соединяем прямая линия. И у лица у нас с вами как у Сессона стрижка. И здесь у нас с вами прострижено как у каскада. То есть здесь несколько форм. Градуированная, каскад, да, и у лица, да, тоже это считается каскадной стрижкой, как у лица мы с вами стригли. Так, и теперь мы с вами дорабатываем, как я обещала, уже нижнюю линию. И, соответственно, дальше будем дорабатывать всю стрижку. Мы с вами смотрим нашу линию, как все прострижено здесь. Натягиваем. Так, опусти лишь, пожалуйста, сюда. И смотрим наши зоны за ушком, про которые мы с вами сегодня как раз говорили. Потому что в сухом виде все это приподнимается. Поэтому нам надо создать поровнее линию. Еще чуть-чуть, Ириш. Ага. Смотрим. Так. Натягиваем наши с вами прядки. И смотрим нашу линию. Видите, здесь у нас пока все ровно. Давайте с вами сделаем. Видно, да? Ровненько. Видите? Дальше здесь у нас ушко, здесь у нас, помните, как раз обрывчик. Смотрим. Видите, ровненько. Получается, то, что мы с вами сделали длиннее, стало у нас ровно. То есть тут мне дорабатывать, видите, в этой зоне нечего. И как видите, так как у нас здесь волосы растут вот с этой только части, в сухом виде получилась все-таки достаточно ровная прямая линия. Поставь, Ириш. Хотя мы с вами стригли немного на удлинение, если вы помните. Получилась в итоге, видите, ровненькая форма. Давайте другую сторону проверим. Также вы причесываете все. Не меня смотрим, смотрим модель. Так, давайте повернули. Опускаем. Проверяем, натягиваем. Так, линия здесь ровненькая. Смотрим здесь. Сейчас, секунду, причешу. Здесь, видите, тоже у нас все ровненько. Чуть-чуть вот здесь хвостик у лица уберем. Видите, опять же, мы с вами делали ушко на удлинение, получилось в итоге все ровно. Не имеется в виду не ушко, а вот здесь мы с вами убирали, помните, расчесочкой волосы, но получилось в итоге все равно в сухом виде все ровно. Ну и теперь мы с вами прорабатываем стрижку, как всегда, методом поинтинг, нашу вот эту вот линию градуированную, ну и вообще все до конца и у лица, чтобы все было полегче. Натягиваем. Видите, вот у меня в одну линию получилось причесать, и дальше я ее прорабатываю. Мы с вами говорили про кудри, да? Волосы в данном случае у меня тоже, видите, подвиваются. Мы с вами говорили, пока ждали Иришу, говорили о том, что мы с вами не филируем кудрявые волосы, если ваша клиентка носит в кудрях, да, волосы. То есть волосы оставляет в локонах. Но так как моя девушка, она все время себе вытягивает, поэтому мы с вами прорабатываем, то есть рвем кончики, облегчаем форму. Ты носишь когда-нибудь кудрявые? Никогда не носит кудрявые. Так что правильно все делаем. Всю стрижку дорабатываем. Вот можете посмотреть уже, как она ложится красиво. Видно. И теперь переходим уже к лицу. Я вам не рекомендую облегчать сильно нижнюю линию здесь у лица, потому что у нас как бы и так здесь волос меньше. Поэтому облегчаем только линию, которую мы создали у лица. Ну и, естественно, топ-зону. Здесь вы можете приподнимать и филировать. Оттягиваем к лицу именно так, как мы с вами стригли.
И также, как мы с вами стригли, поднимаем нашу топ-зону, прорабатываем ее. И все равно вы посмотрите по густоте челку. Если надо еще вам, обязательно тогда уже делаем, дорабатываем на расчесочку. И еще, значит, в сухом виде волосы могут выпадать, да, то есть лишнее. Обязательно в сухом виде вы тоже натягиваете и смотрите, как у вас идет линия. Если она красива, то оставляете. Нет, я себе оставляю. Просто дорабатываю. Как всегда, после окончания филировки вы все сдуваете. Сейчас я вам теперь покажу поближе, как всегда. Наша модель готова. Сейчас я вам покажу. Так, вот она наша стрижка. Конечно же, мы ее можем уложить руками, как мы хотим. Так, давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Так, не видно. Я сейчас вас, наверное, сниму. Классно. Модель, да, красивая. Модель у меня, это точно. Так, вот она стрижка. Давайте я сейчас сниму вас, переверну, потому что мне так неудобно крутить. Сейчас, секунду. Сейчас я вас разверну. Вот она, моя красотка. И ваша тоже. Спасибо ей большое. Да, Ириш? Вот смотрите, приглашайте, видите? Понравилось. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот это у нас с вами линия, как у каре, видите, идет, но у лица у нас с вами как сессом, а сверху волосы вот каскадно распадаются, это каскад. То есть мы с вами подстригли в одной стрижке 3 формы. Ох, как просто бомба получилась. Вот она, наша красивая модель. Конечно же, она будет себе ручками. Как ты, покажи, ты сама носишь. Так вот она носит. Сейчас она, оп, сейчас за ушки. Видите? Нашел. Вот подредактировали стрижечку. Все убрали. Все убрали, да, все убрали. Объемчик убрали. Вот так вот она ходит и так вот она носит. Ну все, мы с нашей моделью прощаемся и сейчас ждем следующую. Девочка должна подойти. А мы сейчас я провожу модель, подмету и вам буду рисовать тогда схему, как мы стригли. Ок? Ну вот, прекрасно. Видите, модели уже нравится, она довольна. Прекрасно.
я пошла за веником. Спасибо большое. Да, на здоровье. Всё. Видишь, чуть-чуть поменяли, а уже по-другому выглядит, да? Ну, конечно. Ну, там я уже просто перебежала. Там уже надо было пораньше прийти, там просто не дошло. Что ты потеряла? Заколку у тебя на сумке, я тебе ее повесила А. на сумку. Спасибо. Да, на здоровье. Ой, ты мне сейчас это телефон. Хорошо, давай. Я запишу. Не разбегайтесь, сейчас придет. Или идите за чашкой чая. Сейчас у нас работа с вами еще на 2 часа будет. Мы с вами будем красить в спецблонд и стричь очень короткую стрижку. Ну, не очень такую, на затылке не очень коротко, а у лица коротко. Я тоже вам ее показывала, видео снимала, но сейчас вы ее уже лично увидите. Так, сколько стоит стрижка? Девушки, девчонки, я не обсуждаю вообще это никак в прямом эфире. Там, где вы стрижетесь, там спрашиваете цены. Давайте продиктую. 906 036 88 87. Угу. Тинькофф. Да ради бога. Так, все, сейчас поехали с вами за схемами. Сейчас, секунду, тут отключу, чтобы мы не уронили ничего. Так, рисуем схему. Так, что у нас с вами? Первая у нас с вами линия, это у нас с вами получается окантовочная линия. Значит, так, затылок рисуем. Так, это у нас уши. Так, затылочная зона. Значит, с чего начнем? Давайте я вам напомню. У нас с вами, в принципе, прямая линия, как у каре. Но, я вам уже говорила, будет легкое удлинение. Почему? Вы видите, в сухом виде волосы поднялись, которые над ушками, и, соответственно, создали прямую линию. Поэтому мы с вами делим пробор, да, наш рабочий, и начинаем стричь с центра. Только пробор у нас с вами не такой. У нас же легкое удлинение, а значит, соответственно, мы с вами делаем как для боб-каре, то есть как для каре с удлинением. У нас с вами рабочие проборы. Только если у нас каре с удлинением к лицу сильным, у нас проборы с вами достаточно крутые, диагональные, то здесь у нас с вами легенькие проборы. То есть вот у нас с вами вот такие легкие проборы. Это наша с вами первая зона. Так ровно не получилось, но в общем вы поняли. Это с вами первая зона. И, соответственно, у меня линия окантовочная, она будет повторять вот этот мой угол. Вот это у нас с вами первая линия. Это первая линия. То есть так мы простригаем с вами нижний блок, то есть делаем окантовку. Естественно, натяжение у нас 0 градусов. Простригаем. Второй блок мы с вами выделили. Опять же мы все подтянули сюда. К нашему нулю. Поэтому у нас здесь тоже с вами 0. Натяжение 0. Зарисовывайте себе. Потому что сейчас я это сотру, здесь уже у меня не видно. Мне нужно будет дальше рисовать. Значит, первые 2 ряда ваших рабочих у нас с вами все идет в окантовку. Так, что у нас с вами дальше? Идет легкая градуировка. Тогда мне нужно убрать все уши. Теперь сбоку рисуем нашу линию. Так, вот он наш черепок. Да? Значит, здесь у нас с вами все ушло в 0.
Так, здесь у нас 0. Первый ряд. Второй ряд 0. Так. И здесь дальше мы с вами пошли третий ряд. У нас с вами идет уже третий ряд. Так, это раз, это два, это три. Повыше, наверное, чуть-чуть нарисую, чтобы видно было. Так, уши наши здесь. Третий ряд. Здесь у нас с вами уже наша контрольная, вот эта, которая задана, она переходит вот сюда. Так. Вот таким вот образом переходит наша контрольная. Это КП. И здесь мы с вами натягиваем прядь до нее. Здесь, и здесь у нас идет угол не 45 градусов, то есть не вот такой, нет. У нас он идет просто меньше. Здесь получается градусов 30. Вот так, то есть не 45, а 30. Да, где-то приблизительно градусов 30 у нас угол идет. Это наша КП перешла вот сюда. Здесь у меня тоже КП. Видно? Понятно? Давайте поближе чуть подвину. Так. Градусов 30 у меня здесь. Значит, следующий ряд у меня идет. Здесь у нас с вами висок остался еще. Не трогаем. Следующий ряд у меня также идет продолжение линии. Да? Если вы опустите, то у меня маленькая градуировка получается. То есть, опять же, здесь я продолжаю свою линию, тоже 30 градусов. И всю зону мы также простригаем. Да? То есть мы с вами соединили тоже 30 градусов у меня здесь. То есть продолжение вот этой линии. Это если смотреть сбоку, то есть с профиля. Да? Если смотреть с лица, не с лица, а с затылка. Сейчас я это сниму, убираю. Следующую тогда рисуем с вами. Здесь наши уши уже пошли. Вот такие красивые. Первые две линии мы с вами не трогаем. Да, они вот такие у нас были. И, значит, у нас с вами третья линия. Третья линия. Значит, у нас здесь первая, это контрольная. Помните, она здесь одинаковое продолжение идет. Дальше мы ушли с вами в диагональку. Раз, два. И вот это все, что здесь вот есть, подтягиваем уже вот к этой, к нашей, к третьей линии. Раз, два, раз, два. И вот это все подтягиваем к третьей линии. То есть здесь у меня переходящие мои контрольные линии, а здесь у меня уже подтягивается две последние к третьей. Да, да, все, да, Иришка, пока-пока. Тогда давай, до встречи. Своим привет. Да. Хорошо. Да. Да. Спасибо. Ну, на здоровье. На силу здоровья. Так. Дальше то же самое у нас идет. Следующий блок. Мы также повторяем. Вот эти две последние мы подтягиваем к третьей. Две последние подтягиваем к третьей. Не забудьте, пожалуйста, это для того, чтобы нам не зарезать вот здесь длину. Помните, у нас здесь длина такая, небольшое удлинение идет. И чтобы вот эту вот длину не зарезать, вот эту, нам надо с вами последние вот эти две прядки обязательно подтягивать к третьей. Тогда мы с вами не зарезаем вот этот угол, который у нас будет за ухом. Все, значит, у нас с вами дальше финишная верхняя затылочная зона. И тут то же самое. Здесь мы с вами вот эти вот линии подтягиваем к третьей. Да, пока-пока, Ириш. Так, вот это мы с вами зарисовали схему. Так, посмотрели? Теперь поехали на висок. Давайте висок рисовать. Так, наши уши. Здесь у нас с вами уже прострижено. Значит, мы когда с вами переходим на висок, вот у нас с вами височная зона. Мы с вами продлеваем наш пробор рабочий на затылочную зону, где уже у нас с вами прострижено. Да, то есть мы работаем с вами вот с этим блоком. А у нас с вами здесь задана уже контрольная прядь. У вас здесь уже есть длина. Вы ее берете, переводите в диагональ. То есть вот эта ваша длина переходит в диагональ. И начинаем с вами уже стричь. И с вами две последние линии подтягиваем к третьей. То есть 1, 2,
подтягиваем к третьей. То есть то, что у лица последней линии, все их подтягиваем к третьей линии. То есть небольшое идет удлинение. Как выглядит это внизу? То есть у нас здесь с вами внизу идет линия. Она немножко идет на удлинение. То есть вот так, капельку. Соответственно, здесь мы с вами также продолжаем это удлинение, легкое. У меня оно не сильное, а именно маленькое удлинение. Сейчас свалится. Все, сейчас поправлю. Вот это у меня с вами небольшое удлинение осталось. Для того, чтобы мне здесь не зарезать, помните, что мы делаем с ухом. Вот оно ухо, никто его не отменял. Да? Можно красивые серьги одеть. Мы с вами чуть-чуть волосы нажимаем вот в этом месте, для того, чтобы приподнялись волосы. И вот эта линия потом на выходе у нас стала ровная. Она в мокром виде будет длиннее, не забудьте об этом. То есть у вас появится вот здесь такой легкий уголочек. Вы его не убираете, в сухом виде только дорезаете. Так, значит, вторая у нас с вами и третья, все у нас одинаково. Мы с вами переходим, и вот эти две последние подтягиваем к третьей. То есть для того, чтобы у нас вся эта линия осталась ровненькой. Когда вы подтягиваете, у вас, конечно же, вот это наслоение, у вас подлиннее чуть-чуть она будет идти. Вы потом просто выровняете уже потом в самом конце, когда вы простригли, потом выравниваете. Сначала натягиваем, она длиннее, вы потом ее берете и отрезаете. Этот блок прошли, да? Перешли к следующему, опять же натянули все. Когда причесали вниз, отстригли лишнее. Для того, чтобы была масса, для того, чтобы не было сопель. Вы видели, что у меня, у Ирины, достаточно как бы хороший был объем тоже внизу. Потому что вы видели, как она носит, то есть нужен был объем. Сопли здесь не нужны совсем, то есть это другая стрижка. Для сопель это, ну, в принципе, к соплям это там, кому нравится. Так, все. И потом мы с вами делаем челку у лица. Сейчас я вам это стираю. Иришка, ты? Привет. Да, привет. Вот наша следующая модель с вами пришла. Я сейчас вам нарисую лицо. Так, и мы здесь с вами делаем. Что у нас здесь было? У нас с вами косая челка. Здесь у нас пробор. Соответственно, мы с вами делаем самое короткое, это здесь. И от пробора мы с вами идем уже в длину. Здесь один и тот же уровень должен остаться. Что мы делаем дальше потом? Мы все волосы с вами подтягиваем стоп-зоны к нашей контрольной пряди. Контрольную прядь, как вы определяете, я вам сейчас напомню. У нас с вами на затылке, не на затылке, а на макушке были волосы. То есть вот отсюда у нас с вами, где заканчивается, поднимаются волосы. И вот здесь определяется, задается контрольная прядь. То есть вот отсюда мы с вами поднимаем, задается контрольная прядь. Здесь мы с вами челку простригли. Вот здесь у меня контрольная прядь, да, челка, вот она челка. Я ее сюда поднимаю. Здесь у меня челка, контрольная прядь у челки. Да, вот она челка. И я соединяю две эти точки. То есть я убираю вот здесь волосы, которые у меня будут лишние. Вот таким образом у нас постригается верхняя зона. Ириш, проходи. Так, зарисовали себе. Так, вот давайте я вам покажу еще раз, потому что я отвернула. Челка наша здесь, я ее подняла, у меня появилась контрольная точка. Здесь у меня прядь была, помните, простриженная на затылке, я ее подняла, появилась контрольная прядь на макушке. Я соединила эти две точки. Таким образом у меня появилась вот эта контрольная прядь, которая идет по центру. Не по центру, а по пробору. Все, к этой пряди мы с вами подтягиваем слева и справа все волосы. Потом, естественно, дорабатывать. Мы с вами дорабатываем. Натяжение у нас с вами 90. Мы здесь, вот у нас такой как бы треугольничек такой небольшой будет. Мы его с вами сглаживаем, треугольничек. Это уже когда проверка в самом конце идет. Так что вот эту тоже зарисуйте себе схему. Ну или просто посмотрите, когда будете стричь. А я сейчас вас буду знакомить со своей еще одной моделью. Она уже пришла, наша красоточка. Так, стрижка, которой вы очень много ставили комментариев. Так что вот она перед вами. Будем сейчас ее стричь вживую. Да. Так, пошли знакомиться.
она наша модель. Зовут ее Ириша. Привет. Всем привет, да. Вот она у нас блондинка. Сейчас мы будем красить. Если вы посмотрите, вот они у нас корешочки. Сейчас я вас приближу. Учтите, что 2 месяца, да? Да, да. Почти. Так, вот они у нас корешочки. Так что мы сейчас сделаем из Иришки настоящую блондинку. Угу. И потом будем ее стричь. Все Ну уже да. у нас обросло. Стрижка очень интересная. Она тоже называется пикси. Ну, пикси все делают по-разному, поэтому я вам покажу то, что делаю я с этой стрижкой. Так что будьте внимательны. Пока сейчас, значит, бегите за перекусом, за чипсами или еще за чем-нибудь. И мы пойдем пока помоем. Я вас поверну, чтобы вам было не скучно. Будете смотреть, как мы моем издалека. Пойдем, Риш. А, подожди. Я же забыла совсем. Я же вам сказала про краску, а уже тут собралась сразу же стричь. Видите? Я сегодня же стригу целый день. Поэтому мы одеваем пеньюар сразу. Сначала красим, а потом только стрижем. Поэтому поехали, я вам покажу, как краски я развожу. Сейчас, секунду. Мы сейчас с вами поедем. Я водички допью. Перламутрика добавим. Добавим, хорошо. Все, поехали. Я вам уже говорила про то, что я работаю на разных красителях. Но блондинок я делаю исключительно Goldwear. Мне очень нравится, как он работает. Какие краски я беру. А у Ириши стойкий желтый пигмент, поэтому мы будем работать. Я вам сейчас покажу, как для темных волос. Вы видели, у нее волосы не темные, но будем работать как для темных волос, потому что реально стойкий пигмент. Так, значит, я взяла что? Я взяла 11А, вот показываю, и 11, наоборот, 11П и 11А. Вот, перепутала. Здесь разводится все просто. Значит, пропорция у меня какая? Это я возьму 15 грамм. Так, сейчас включить надо. Так. И это всего лишь 5 грамм. Так, я тут вытекла. Сейчас я поставлю, может, и видите. Так, давайте я вам вот так покажу. Вот у меня краска тут 11 ряд. Не 11 ряд, а микстон 11. Так, вот бренд. Это антижелтый считается. Мы его с вами добавляем сюда. Его можете добавлять побольше, не бойтесь. Это достаточно красивый цвет. Он не уходит в серый. Он реально хорошо отбеливает. Вся перепачкалась. Я сейчас вам покажу, сколько я капнула, да? Сколько у меня тут получается? Ну, сантиметров, наверное, 5 есть. Вот. Видите? Так, и немножко серенького. Сейчас я добавлю. Что такое у меня там мешается все? Я туда поставила. Немного серенького. Так, здесь видно бренд? Нет? Где бренд?
написан. Видно, вот он. Здесь уже немножко добавляете, чтобы не было серого сильно. Так, вот он, червячок, видно, да? Угу. Так. И 12% оксид. Очень хорошо перемешиваем все. И теперь добавляем лечение. Вот размешали до однородной массы. Видите, все хорошо. Вот здесь вот такая ямочка есть, насос. Обязательно вы вымешивайте из него, потому что там все вот остается краска. Если вы пользуетесь Goldwell, не забывайте об этом. Наше лечение. Обязательно встряхнуть перед употреблением. Все на весах. Аминокислоты. Лечение обязательно добавляйте уже в готовую смесь. Ну все, поехали красить. Сейчас только надо достать. Расстегни, я сейчас тебя спрячу. Не мешаться будет, я могу спачкать потом. Не надо. Давай. Так, все хорошо упаковали. И поехали красить. Так, как бы мне вам показать все.
аккуратно наносим краску, стараемся не заезжать на уже ранее окрашенные волосы. Ты что-нибудь попить потом хочешь? Угу. Чё? Воды. Могу кашлять просто. Ну, кашля себе здоровая. Ты таблетку выпила? От чего? Ну, этот, который аллергия. Да. Спецблонд это особенный краситель, и вы должны как бы достаточно густо наносить его. И не жалейте и делать маленькие проборчики. Потому что если вы будете делать большие проборы, у вас не хватит мощности на покраску в толстой пряди. Краской запах. Да. Но красота требует жертв. Ага. Тебе сейчас воды принести могут, нет? Не поможет. Уже нет? Пока не откашлюсь. Так, не вижу, что вы пишете. Я уже вам несколько раз писала это, да, говорила. Вы смотрите по структуре волоса. Если вы видите, что у вас волос осветляется хуже с задней стороны, если у вас седины нет, вы от этого, там от многого всего, от многих факторов зависит. Вы знаете, бывают исключения, когда волос осветляется на затылке лучше. Поэтому вы просто смотрите по вашему клиенту, посмотрите по волосам, где лучше осветляется, где хуже. С той зоной начинайте красить. Потому что если вы делаете спецблонд, сразу видно, какая зона самая горячая, которая самая белая. Если вы видите, что у вас затылок очень желтый, начинайте с него. Если вы видите, что у вас теменная зона очень желтая, предыдущее окрашивание, начинайте с нее. И смотрите по поводу седины, потому что, как правило, спецблонды, да, мы с вами говорили это в прошлый раз, я вам рассказывала о том, что спецблонды седину не закрашивают, поэтому к ним уже, к этой седине, особый подход со спецблондами. И последнее, значит, у нас все-таки краевая линия самая тонкая считается, да, самые тонкие волосы. Поэтому, чтобы сильно серыми не сделать, вы можете ее прокрашивать уже в самом конце.
Пока я крашу, пишите свои вопросы, что касаемо красителя Goldwell. Мы с вами поговорим. Если вообще по поводу колористики, можете тоже вопросы писать. Давайте сейчас разберем. Наша модель будет сидеть 50 минут со своим окрашиванием. Поэтому у нас с вами будет время поговорить. Пишите пока вопросы. Я сейчас подойду, почитаю. Да, сейчас посмотрим. Ты видишь отсюда? Да. Почитай. Читать? Да. Пропал. Сколько стоит стрижка? Я уже А какие отвечала. свои натуральные корни у модели? Какой ОГТ без седины? Смотрите, у нас достаточно светлые волосы свои, у нее 8. Есть исключение из правил, у нее 8, но желтый пигмент очень стойкий. Поэтому вы к ней подходите, как будто она у вас 6, даже, скажем так, 6,5. Когда стойкая желтизна, это все по-другому. Вы это можете узнать только уже, когда покрасите один раз. Так на глаз, естественно, клиента не определите. И вы, конечно же, слушайте, когда к вам приходит клиент первый раз, обязательно слушайте, что он говорит. Почему? Потому что бывает такое, что действительно вот эта стойкая желтизна, она присутствует даже у блондинов. Хотя мы понимаем, что блондин-то там что-то покрасил с 3%, он уже светленький. Но, к сожалению, бывает и рыжина у блондинов. Бывает все. То есть природа у нас с вами шутит. Что там следующее спрашиваю? Так, Оля, а почему вы начинаете красить с фронтально-теменной и височных зон, а не с затылка? По-моему, уже отвечала. Да, я уже говорила раньше, но я вернусь к этому. Давайте начнем вот по поводу 8. И получается вот эта стойкая желтизна. Поэтому, чтобы этого избежать, соответственно, я крашу уже в другой пропорции. Я вам уже показала эту пропорцию. И потом на выходе вы увидите этот оттенок, что получится. Значит, я ведь не это хотела сказать. Я вот сбилась с вопросом. Я ведь что-то там начала. С 8 разберемся. Пу-пу-пу, сейчас мысль ушла. Что я хотела сказать, нифига не помню. Вот устала уже, видать, под вечер-то.
Ну ладно, в общем, я вспомнила. Значит, вы обязательно слушайте своего клиента, когда к вам она приходит и рассказывает: ой, вы знаете, меня покрасили в желтый цвет, там, т-т-т-т, у меня такая стойкая желтизна, никто не может справиться. На самом деле, реально слушайте, что вам говорит ваш клиент. И не думайте о том, что все лохи вокруг. Действительно, бывает такая неожиданность, что пигмент не уходит. То есть вот у блондинов достаточно жесткая, стойкая вот эта желтизна проявляется. Поэтому вы обязательно прислушивайтесь, чтобы у вас не было такого казуса, когда вы покрасили, ну, как обычно, предполагая, что это блондин, а на выходе она реально получилась желтой. Поэтому очень внимательно слушайте, о чем говорит вам клиент, потому что он же не первый раз красится, и он знает проблему свою. Поэтому прислушивайтесь и к этому более внимательно отнеситесь. Вот, почему я покрасила с теменной зоной? Потому что у моей клиентки зона, что на теменной зоне, что на затылке, горячая. Я уже это проверила. У нас однозначно ровный цвет получается везде. Поэтому я покрасила с той стороны, где я захотела. Я наношу краситель достаточно быстро. Время у меня уже идет. Это я просто проверяю. Вы видите, я в одну сторону покрасила, в другую сторону проверяю. Время идет, вы его засекли, и смываем мы с вами через 50 минут. Значит, смотрите, я не прокрасила пока вот эти зоны, если вы вот видите. Вот эти зоны я чуть-чуть попозже накрашу. Только смотрите обязательно, чтобы там не было цвета волос, а именно был только пушковый волос. Сейчас мы с вами пойдем поговорим тогда про колористику немного. Сейчас я только водички принесу. Тебе поднести или сама пойдешь за водой? Сама. Ты помнишь, да? Там просто наливай, она там нет ни холодной, ни кипятка, Да, там да, комнатная температура. Все, модель у нас сидит, а мы с вами поехали разговаривать. Так, сейчас я посмотрю, что вы мне там еще писали. Может быть, какие-то вопросы у вас возникли. Сейчас я перчатки сниму. Так, вот я тут разбомбила. Так, давайте посмотрим. Так, корни я сказала. Так, рассказала. Так, а в чем? Чем нравится мне краситель? Так, что такое аминокислоты, какой кератин, чей бренд? Зеленая коробочка — это Микстон, 0,1 капус. Да, совершенно верно. И я чуть-чуть добавила пепла, как я вам уже показала. Так, красивая модель, работает. Так, это предыдущая. Кератин. Поехали к кератину. Так, что такое кератин? Кератин, как вы понимаете, это белок, да? Он делает реконструкцию волоса, он как бы его пломбирует, да? Если мы добавляем с вами кератин в краситель, то, соответственно, у вас сама краска становится еще более лечебной. Вы знаете, что в любом красителе содержатся уходовые средства, уходовые компоненты. Вот за счет кератина и аминокислот, сейчас я вам уронила. Вот за счет этого аминокислот мы с вами еще больше придаем, скажем так, вкусности и полезности нашему красителю. Аминокислоты конкретно, они работают на прочность волоса. То есть при любом окрашивании, то есть будь то обесцвечивание, будь то краска, мы с вами, когда будем добавлять аминокислоты, волос все-таки останется более упругим. То есть мы не разрушим связи, которые содержатся внутри волоса. Ну а кератин, еще раз скажу вам, кератин — это белок, который пломбирует, то есть пустоты наполняет в волосе. И так как он все-таки стремится вглубь, чтобы заполнить
своим составом, своим белком волос весь, он стремится вглубь волоса. И когда мы добавляем его в краситель, что он делает? Он молекулы краски несет с собой. За счет этого у нас получается краска держится более стойко. Помимо того, что у нас получается более щадящий и бережный вариант окрашивания. Кератин и аминокислоты я беру у Лаона Лаб. Это можете найти в Инстаграме. Если вы хотите для пробы попробовать, можете зайти. Сайт называется, по-моему, Витарино. Сейчас я посмотрю, как сайт называется. Нет, Кератин РФ. Вру. Кератин РФ называется сайт. Кератин и РФ. По-русски все написано. Вы можете зайти, и там для скидки вы можете набрать код, который я вам там пришлю. Это 10 цифр, по-моему. Там получите тогда скидку. То есть можете попробовать, и потом, если захотите, можете с ними сотрудничать. Это, естественно, без меня. Это вы уже напрямую с ними там списываетесь, договариваетесь. Ну, для пробы зайдите и купите. У них много там всяких фенечек, у них там эластан есть, эластин, и есть еще коллаген. Я готовлю маски. Я делаю лечебные маски, так они называются сейчас, крафтовые маски. Я также использую все вот эти вот лечебные фенечки, вот эти лечебные примочки, именно у них беру. Мне очень нравится. Нет, конечно же, я еще много чего другого добавляю, но это все зависит от того, какая структура волоса, то есть что вы хотите получить. Мы там добавляем и для плотности, и для гладкости, и, ну, в общем, короче, разные такие фенечки. Я долго вам рассказывать не буду, как я делаю. Микстоны, аминокислоты. Аминокислоты, я же вам сказала. Аминокислоты это из этой же серии. Кератин РФ. Туда заходите, и там все эти бустеры продаются. Именно это у нас с вами белок, который наполняет, пломбирует пустоты. Да, это у нас белок. А это у нас аминокислоты, которые придают эластичность и упругость волосу. То есть мы не разрушаем. Зашла, нашла. Леночка, вы просто супер. Вот. И вы, когда посмотрите под моими видео, там я везде пишу, где я чего беру. Чем я крашу, я пишу, что Goldwell крашу. Также я пишу, где я покупаю кератин. Вот вы можете там по ссылке туда зайти, и я даю там 10 цифр скидочных. То есть вы их туда введете, и у вас там будет скидка. Там еще есть серебро, там еще есть золото. То есть, ну, короче, там всякие такие хорошие вещи. И вы там можете почитать инструкцию по применению. Если хотите, я как-нибудь вам расскажу, как ими работать. Но именно в краске добавлять, в какой пропорции, это совершенно не сложно. А вот остальные препараты вы можете добавлять и в крема себе, и на ногти мазать, и волосы мыть в домашних условиях. То есть кератин у нас вообще как бы хорошая вещь. А если вы будете ежедневно, ну то есть когда вы моете голову, то есть каждый раз, когда вы моете голову, кто-то моет каждый день, кто-то моет, слушай, я забыла, сколько времени сейчас. 20-10, значит, мы сели в 5 минут. А то, видите, я за разговорами забыла время, а у нас время идет. Так, значит, если вы будете каждый раз, когда вы моете голову, в шампунь, в свой шампунь, капать несколько капель, там 5-7 капель этого кератина, не забывайте взболтать перед употреблением, мыть волосы, наносить и оставлять на 5 минут. У вас будет, помимо того, что вы будете как бы лечить всю длину, еще он у вас будет способствовать укреплению луковиц. То есть вообще это неплохая штучка. Вы можете чистый кератин разводить с дистиллированной водичкой, делать как маски себе. И также можете брызгать аминокислоты на чистые волосы, также делать как маски, для того, чтобы укрепить, чтобы у вас не ломался волос именно по длине. Все это будет написано там на сайте. Если вы там купите, попросите брошюрку, чтобы вам положили, чтобы вы не забыли, как этим пользоваться. Брошюрки у меня где-то есть. Если хотите, я вам покажу. Но это получается реклама, за которую мне не платят. Для домашнего использования вот такие вот маленькие у них есть штучки. Это вот, короче, эластин. Это мне в подарок прислали. Вот.
такие вот брошюрки у них, магазин бустеров. Вот. И там все у вас будет. Я своим клиентам вот такую даю, потому что здесь много. Динь-динь-динь, реклама побежала. Так, видите, здесь и серебро, и гиалуроновая кислота, то, что вы можете добавлять потом себе в крема для лица. В общем, короче, хорошая фенечка, я вам рекомендую, а вы смотрите сами уже. Так, возвращаемся. Поехали с вами снова говорить про краски. Так, значит, что у нас с вами с красками? Что-то я в прошлый раз вам рассказала, до вас вы не очень поняли, почему как я подбираю краски спецблонд. Да, я так поняла. Напишите мне еще раз свои вопросы. Так, зеленая коробочка, это чей? Так, что там? Краситель? Так, а чем он краситель? А чем он краситель? Как вам нравится? За что? Непонятно. Не поняла вопроса, Лен. А чем он краситель? Не поняла вот этого вопроса. Значит, смотрите, другие присадки никто не отменял. Если вам нравится, как работают ваши другие присадки ваших брендов, вообще не вопрос. Я просто уже из практики говорю, что это не тормозит. Это не тормозит окрашивание, да, то есть если у вас, для меня это важно, потому что, как правило, у меня много народу, и у меня все впритык по времени. И если будет тормозить окрашивание, то есть замедлять процесс, для меня это уже просто критично. Поэтому вы смотрите, если вы чувствуете, что качество волос после ваших присадок неплохое, это имеет место быть. Пользуйтесь. Вы просто можете для разнообразия, расширить вашу услугу и добавить дополнительно. Это никто ничего не обязует, сами понимаете. Вы просто должны все попробовать, все, что вы знаете, что вы узнаете, вы все пробуете, из этого уже делаете выбор. И уже будете работать на том, что вам понравилось. Если вы чувствуете, что ваши присадки работают лучше, оставайтесь на них, если вас устраивает ваших клиентов. Качество волос вы видите после каждого окрашивания. А от этого главное, идите. То есть вы должны видеть результат. Ну, отлично. Так, давайте, значит, все-таки мне какие-то вопросы задавайте по поводу красок, красителей, потому что мы с вами начали, в тот раз я красила спецблондом, у нас с вами был уровень 6, вы не поняли, почему я беру именно 11А. Так? Еще раз вам давайте объясню, или нет, или какие-то свои еще новые вопросы будут. Давайте, я жду чуть-чуть. Пойду водички себе налью, а то говорить тяжело, а вы пока мне напишите. Так, ну что у нас? Какие-то появились? Нет, вопросы? Потому что там синий. Так, Леночка, это вопрос к чему? Потому что почему? Потому что там си. Все, я поняла. Это вы мне ответили правильно. Совершенно верно, Леночка. Но я все время говорю, в чем разница. Разница у нас с вами красителей спецблонд отличается, короче, эти красители отличаются при выборе, да. Мы с вами, когда красим, например, допустим, от единицы до десятки красками, то мы с вами рассчитываем формулу и рассчитываем, какие микстана добавить на финиш. То есть уже от того уровня, к которому мы должны прийти. То есть если мы хотим с вами прийти там к 7, из 7, то мы рассчитываем с 7 на 7. Если хотим там из 7 в 9 прийти, рассчитываем на 9. Правильно? А у спецблонда этот краситель работает по-другому. Если мы хотим с вами
прийти из шестерки в десятку, то мы должны брать с вами спецблонд на шестерку. То есть какой у нас пигмент содержится в шестерке? Оранжевый. Поэтому мы должны взять с вами спецблонд именно синий, потому что это нейтрализатор. Давайте с вами определим, наверное, да, какой УГТ, какой уровень осветления, не УГТ, а какой фон осветления у нас с вами содержится. От единицы до десятки. Здесь, видите, задержка идет, все, поэтому, конечно, сложно вопрос-ответ, но вы пишите. Да? Значит, у нас с вами идет с единицы до десятки. Да? 1, не 1, а 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, либо 2, либо 1. Да? Значит, почему либо 2, либо 1? Это и тот черный. Просто один бренд решил обозвать черный не совсем черный, а двоечкой, а второй бренд уже конкретно черный-черный. Вот как выглядит, так и все, и черный. Поэтому в каких-то брендах черный это двойка, в каких-то брендах черный это единица. Поэтому 1-2. Значит, у нас с вами в 10 уровне фон осветления. Да? Фон осветления очень светло-желтый, да, светло-желтый. Дальше девятка у нас с вами просто светло-желтый. Восьмерка у нас идет. Вот смотрите, здесь вот идет как раз вот такая заковырка. В те времена, когда я еще обучалась, а это уже давно, да, у нас с вами восьмерка всегда была желто-медная, да, желто-оранжевая. Всегда была. Сейчас у нас с вами по градации, по какой-то причине, восьмерка просто желтый. Да? Ну, скажем так, желтый-желтый. Я бы не сказала, что все-таки он просто желтый. Если честно, давайте в скобочках напишем просто желто-оранжевый. Вот так, в скобочках я напишу. Потому что дальше поехали. У нас семерка. Он у нас идет оранжево-желтый. Оранжевый плюс желтый. Дальше этот идет оранжевый. Дальше идет оранжево-красный. Да? И вот уже вот здесь, когда мы говорим с вами оранжево-красный, а у нас уже пятерка сейчас по градации считается просто чисто красным. И поэтому в этом идет путаница. То есть мы с вами должны понимать, что в этом пятерке, в этой пятерке, в красном все-таки есть оранжевый. И как ни крутите, не оранжево-красный, а наоборот, красно-оранжевый. Давайте вот так. Красно-оранжевый. То есть он как бы считается сейчас просто красным по градации. Но мы-то знаем, что там есть еще немного оранжевого. И когда вы подбираете красители, вы должны четко это понимать, что у вас на пятерке может спокойно вылезти рыжий цвет, когда вы будете красить. Поэтому вы должны обязательно использовать эти микс-тона, чтобы заглушить. И вот здесь дальше уже пошло, здесь у нас просто все красный. Только кто-то называет просто красный, либо коричнево-красный. То есть вот это вот все у нас уже с вами будет просто красные тона. Так, значит, соответственно, когда мы с вами подбираем простые красители, мы с вами должны брать отчет вот этого микстона именно и окислитель. Кстати, не забудьте, он тоже играет роль на мощность поднятия осветления. Значит, мы с вами должны именно рассчитывать тогда от финиша. Если вы хотите перейти... Так, ну вы это все, наверное, знаете. Я, наверное, это все-таки сейчас сотру, чтобы дальше писать. Вы это, думаю, помните наизусть. Если вы из семерки хотите выйти в десятку, давайте с вами считать. Значит, чтобы нам выйти в десятку, нам с вами нужно сколько пройти ступеней? 7, 8, 9, 10. То есть нам надо с вами поднять на 4 уровня тона. Здесь мы с вами помним, какой у нас пигмент содержится. Да? Оранжево-желтый.
Правильно? Вот здесь у нас с вами оранжево-желтый пигмент. Да что ж такое-то у меня не пишет? Оранжево-желтый пигмент в семерке. Правильно? Нам надо выйти в десятку. Значит, нам надо поднять на 4 уровня. Так? 4 уровня наверх. Значит, какой нам надо с вами процент окислителя взять? Ну, однозначно 12. 12% нам надо обязательно взять. Дальше мы с вами смотрим. У нас с вами оранжево-желтый пигмент. Значит, если мы рассматриваем с вами 11 ряд, а 11 ряд нам с вами не поднимет до блонда, до тотал блонда, у нас с вами всегда получатся натуральные оттенки. Какой нам надо взять тогда краситель из 11 ряда? У нас с вами, так как у нас оранжево-желтый, у нас с вами идет 2 части к 1, правильно? То есть 2 части оранжевого, 1 часть желтого. Так вот, значит, чтобы нам выбрать с вами краситель 11 ряда, нам нужно понять, какой пигмент содержится. Мы же уже с вами сказали, что мы с вами рассчитываем от старта, и как ни по-другому. 11 ряды, ну то есть спецблонда или ультраблонда мы рассчитываем с вами от старта. Значит, соответственно, если это оранжевый, то у нас в первую очередь должен быть какой? Синий. Синий в Goldwell у нас А. В прошлом видео я вам рассказывала про эти цвета. Это у нас с вами синий цвет. Значит, смотрите, если вы возьмете просто А, да, он у вас, естественно, берет и отрабатывает. Если вы ничего не добавите. На выходе у вас будет просто такой какой-то натуральный оттенок. Вот, значит, здесь у нас с вами, если мы берем синий, он у нас с вами отработает с оранжевым, вот этот вот уберет, и останется на выходе, будет какой-то натуральный с золотинкой, да, то есть у нас золотинка с вами останется. Поэтому, конечно же, вы должны здесь продумать, и вы должны добавить либо микс-тона, либо еще один краситель, да, не либо-либо, а и микс-тона, и краситель. То есть мы должны с вами взять, в этом случае, 11А, плюс 11P. Так? Кстати, вот я сейчас эту формулу вам как раз и сказала, потому что, так как я знаю, что у меня стойкий желтый пигмент, я сыграла как для уровня семерки. Значит, соответственно, если у вас 2 части и 1 часть, то мы, значит, с вами должны думать тогда, как нам здесь смешивать. Вы берете 30 грамм, значит, здесь у вас будет 20, а здесь будет 10. Вот так. И плюс, соответственно, у нас с вами идет 12% обязательно и микс-тона. Микс-тона здесь вы уже подбираете как. Если вы хотите получить нейтральный цвет, обычный простой, вы добавляете антижелтый, капельку серого, как я вам показывала. Но если вы хотите получить более холодный цвет, вы еще должны добавить горошинку сюда из сине-черного цвета. То есть нам надо усилить наш синий пигмент для того, чтобы на выходе у вас получился синий. Понятно? Так, с этим я тогда закончила. Давайте другую рассмотрим. Так, вот у нас с вами шестерка, про которую мы в прошлый раз с вами говорили. Шестерка. У нас с вами какой здесь? Оранжевый. Да? Соответственно, нам надо поднять до десятки. Думаем, какой процент оксида? Других вариантов нет. Считаем 6, 7, 8, 9, 10. 5 тонов. Поднять нам надо на 5 тонов. Офигеть. Будет ли мощность такая? А? Сами понимаете, что сложно. Поэтому, так как у нас другого нет, у нас только 12%. Мы здесь однозначно с вами берем какой? 11А, то есть синий. Для того, чтобы у нас с вами вот это вот все произошла нейтрализация. Но мы сделали, все нейтрализовалось, а не поднялось на 4 тона. Поэтому мы с вами добавляем, у них есть блонд серия, блонд крем и еще он H, который содержит в себе дополнительный синий цвет. И, соответственно, мы с вами тогда краситель разводим. Берем 25. Этого я беру 10. Плюс, соответственно, у нас идет 12%. И смотрите,
У нас здесь синий. Этот синий у нас идет на поднятие где-то еще на полтона, на тон. Все зависит от структуры волос. И этот, он уйдет на нейтрализацию вот этого нашего оранжевого цвета. Никак не по-другому. Уйдет. На выходе у вас не будет холодного. Поэтому, если вы хотите спокойно, нейтрально, не добавляйте ничего. Ну, можете добавить, может быть, антижелтый. Ну, чтобы на выходе он уже капельку поработал, когда он уже подойдет к девятке, к десятке. Если вы хотите, чтобы было похолодней, то вы добавляете пепел, соответственно, и черный, да, и синий-черный цвет. Тоже не забудьте, плюс микс-тона, значит, получается. Только в этом случае вы тогда можете приблизиться к десятке. По-другому не выйдете. Так, а теперь давайте попробуем красить с УГТ, который посветлее. Сколько у нас время? Половина. Так, значит, смотрите. Дальше, если мы с вами взяли восьмерку. Восьмерка у нас, как сейчас все говорят, желтый. Но поверьте, это желто-оранжевый цвет. Значит, у них будет желтый плюс оранжевый. Нам с вами надо поднять до десятки. Ну, вообще, сколько там получается? 8, 9, 10. Всего 3 тона. Да? Мы с вами по логике, да, должны взять какой? 9%. Правильно? Опять же, когда к вам пришла ваша модель, потому что вот здесь может быть засада. У нас может быть очень интенсивно желтый пигмент, стойкий. Вы, когда пришла ваша модель к вам, ваша клиентка, вы обязательно посмотрите на цвет, который у нее есть. И вы сразу определите, какого он оттенка. Если он очень стойкий желтый, вы делаете все равно эту смесь на основе синего. Потому что синий краситель, он более мощный, и он вам нейтрализует больше желтизну. И сработает вот на эту рыжика, на этого, который все-таки чуть-чуть содержится. Потому что мы помним, что краска содержится 2 к 1, если это желто-оранжевый. Вот здесь чуть-чуть отработает тогда. То есть он уберет. Потому что если вы возьмете только перламутр, у нас в буковке П с вами содержится синий-фиолетовый, синий плюс фиолетовый в равных пропорциях. И мы с вами не сможем это заглушить. То есть у него мощности не хватит. Даже, может быть, не в равных пропорциях, а может быть даже фиолетового больше. Да, скорее всего, вот так. 2 получается у нас к 1. То есть фиолетового больше. И у него мощности все равно не хватит заглушить. Потому что рыжий цвет это очень капризный, так же как и желтый. Но рыжий более капризный. Поэтому я вам рекомендую взять краску здесь. Тем более, если ваша клиентка хочет все-таки более похолоднее цвет. Все-таки мы с вами берем тогда 11А, грубо 5 грамм. Здесь 11П. Мы берем с вами 15, ну или там 20, сколько. Не так. Давайте мы с 30 грамм высчитываем. Тогда 10 и 20, чтобы вам просто было понятно. И 20. И тогда у нас с вами идет плюс 9% оксид. Ну и плюс, естественно, микс-тона. Микс-тона это какой у нас идет уже с вами? Антижелтый. Если она хочет похолоднее, то вы добавляете чуть-чуть пепла сюда. И тогда у вас как бы получится уже на выходе более холодненький оттенок. Но, опять же, есть но. Мы с вами 9% берем, если она сильно к вам желтая не пришла. Потому что если стойкий пигмент, то, возможно, вам надо будет взять и 12%. То есть это все зависит от стойкости пигмента вашего клиента. Вы, как правило, когда первый раз к вам пришел клиент, вы, помимо того, что попытаетесь поговорить с клиентом, поймете все-таки стойкость этого пигмента, который у нее, вы можете предупредить, да, то есть вы сначала покрасите по формуле, то есть как положено, то есть по классике. Если у нас с вами восьмерка, то 9% оксид. То есть вы должны предупредить, что вы должны понять, как работает краситель на ее волосах, да, и понять стойкость пигмента, который находится у нее в волосах.
Поэтому вы должны предупредить обязательно, что вы как бы сейчас делаете по классическому. А если вы как бы увидите на выходе, что что-то нужно доработать, вы уже себе в карточку клиента запишите, пожалуйста, уже нужную формулу, потому что вы увидите, какой цвет у вас получился на выходе уже. Вот, и вы себе запишите, и когда в следующий раз клиент придет, вы уже быстренько все исправите, потому что когда вы окрашиваете, и там была окрашена вот столечко, вы можете всегда это исправить. Вы не сможете исправить, если вы постоянно красились, или другой цвет вам придется подснимать. Если она там в домашних условиях покрасилась или еще что-то, вы знаете, вот этот вот большой кусок желтого цвета очень сложно потом уже вывести. Поэтому вы просто внимательно к этому подходите. Обязательно это все обсуждайте. Так, вам понятно, как подбирать именно спецблонды? Напишите «да», «нет». Или какие-то еще вопросы есть? Я сейчас пойду нанесу уже наши зоны, которые мы с вами не нанесли. А вы мне давайте напишите вопросы свои. И мы еще с вами разберем, потому что еще пока время есть у нас. О, так, давайте я прочитаю, что там вы написали, не вижу. Понятно? Ну, вы прям умнички, если понятно. Потому что, видите, в прошлый раз мне задали вопрос, почему. Надеюсь, что теперь вы справитесь. У нас, кстати, с вами, как вы помните, спецблонды не только в Goldwell, но и в других. Здесь уже вам придется повыбирать, поработать, подобрать формулу, потому что каждый краситель содержит определенное, каждый бренд определенное количество содержит пигментов. Возможно, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, так как салон выбирает, на чем он работать будет, поэтому вам приходится учиться всему этому самостоятельно. Давайте посмотрю, что вы написали. Так, зеленый микстон. Но по большому счету вы можете добавлять зеленый микстон, потому что мы же с вами понимаем, что в оранжевом цвете содержится красный, да? Но вы должны быть очень аккуратно все равно с ним работать, потому что как бы не ушло бы в зелень. Потому что вы же не забывайте, что на выходе у нас с вами все-таки желтый получается больше, чем какой-либо. И здесь надо очень аккуратненько наносить. И вот эта линия, которая предыдущее окрашивание было, и корневая зона, когда вы начинаете наносить краску, вот эта линия может уйти совсем уже в холодный, то есть в этот в матовый зеленый. Поэтому вы тоже будьте очень аккуратны с этим. Вы можете добавлять, знаете, сейчас ведь у нас же не стоит все на месте. У нас сейчас бренды развиваются, и сейчас появился синий-зеленый пигмент. Так как вам все равно синий добавлять чуть-чуть надо, да, вы можете добавить синий-зеленый, если вы любите пользоваться зеленым. Я, как правило, зеленые тона добавляю в желаемые холодные, начиная тоже с 8, но только уже когда я работаю с темными цветами. То есть идет когда тон в тон или на затемнение.
Да, ладно, вы слушайте внимательно, потому что спецблонд достаточно сложный краситель. И его слушать это одно, его желательно еще и попробовать. Но я вам рекомендую все-таки попробовать уже на домашних, потому что чтобы у вас ляпсуса в салоне не получилось. Спецблонд, он действительно требует четкого расчета. И вы не должны ошибаться с этим. Потому что мне так неудобно-то, а? Сейчас посмотрю. Ну да, в Лондоне прям настоящий цена. Вот в Константе он практически синий. В Лондоне цен. Я неправильно почитала. Вы знаете, я пробовала разные цвета. У меня синий тоже есть. В Константе я тоже пробовала, он нормально заглушает, но я на самом деле, наверное, если добавляю, чтобы был более холодный, все-таки, наверное, больше из Лонда я беру. Ну или из Вэлла, у них одно и то же, у них 8 идет. Там действительно вот посинее получается. Я использую там и сине-черный именно, для этого я люблю. А про синий-зеленый я поняла. Меня пока устраивает это все, потому что я все равно никогда не заканчиваю, не останавливаюсь на чисто сине-зеленом. Я все равно добавляю и сине-черный для холодных цветов, если я даже затемняю. Все равно я добавляю все-таки вот эти более насыщенные пигменты. Ну и сейчас мы высиживаем время с вами. Осталось немножко, набирайтесь терпения. Давайте задавайте еще вопросы, поговорим. Лондон на самом деле, может быть, в ней и синий есть, но спецблонды там работают все на желтый. То есть на выходе все желтые получаются. Мне не очень нравится, как работает Лондон. Хотя остальные красители, если брать натуральные, не натуральные, а вот с единицы до десятки, мне очень нравится. То есть работают хорошо. Тон в тон у них хорошо получается. И люблю безымячку у них. Безымячку я все время использую, девчонки. Я безымячку люблю больше, чем аммиачной краской тонировать. Потому что качество волос остается лучше и блеск лучше. Именно безымячкой. Ну, я поняла, Лен, что вы про синий-зеленый микстон. Я просто рассказываю про то, что я делаю тоже. Синий-зеленый микстон, да. Я тоже использую, и мне очень нравится для создания именно холодных оттенков. Я, чтобы нейтрализовать, в краске добавляю его тоже, нейтрализовать, чтобы оттенки. Но именно для придания холодных, вот я его использую больше. Так, сколько у нас время? Еще у нас 10 минут есть, да? 15. Сколько времени есть? Если мы сели в 5, без 5, да? То есть еще, короче, почти 15 минут. Так что давайте, у нас еще есть время, а я пойду пока помою миску за собой. Потому что желательно мыть сразу, иначе все потом засыхает, вот отсюда очень тяжело достать. Так что вы пока пишите, я сейчас к вам вернусь. Можете посмотреть на краситель. Вот так, как он у меня сидит на волосах. Так, спасибо, Леночка.
Так, я вернулась. Что у вас тут еще есть за вопросы? В каких случаях добавляете из сине-черной? Я добавляю в случаях, если клиент хочет очень холодный цвет. И сине-черный добавляю обязательно. Я добавляю даже в спецблонды из сине-черный, если все-таки я хочу сделать похолоднее. И добавляю его в основном уже начиная вот с семерки. Семерка, шестерка я добавляю из сине-черной. Девчонки, знаете, я еще что вспомнила, что еще вам не сказала. Спецблонды у нас еще чем хороши? Краситель. Что краситель? Оксана, я не поняла, в каком краситель я добавляю? Краситель из сине-черный я добавляю везде, если я хочу получить более холодные оттенки. То есть, если я хочу получить больше пепла, конечно, я добавлю и сине-черный. Но только вы имейте в виду, что сколько нужно добавить, да? Это же просто и сине-черный у нас с вами же единица, я насколько понимаю, да? Вы меня об этом спрашиваете. А это очень насыщенный пигмент. Это практически как микстон. И поэтому вы должны именно думать о том, сколько вы добавите в краску. Ну так вот, я что хотела сказать еще вам про спецблонды. Если вы хотите поднять буквально на один уровень тона, еще чуть-чуть повыше, то спецблонды прекрасно справляются. Ну, даже, может быть, и на 2, да. То есть, если к вам пришла девушка и говорит, я хочу, меня вот устраивает все, ну вот, да, вот пожелтели там, вы можете как бы чуть-чуть нанести на более короткое время этот спецблонд, и обязательно вы поднимете еще тогда на 1-2 тона. Также спецблонды можно хорошо использовать для мелирования. Если у вас девушка не любит кипельно-белые вот эти вот волосы, обесцвеченные, вы можете добавлять вот как солнечные блики. Этот спецблонд, он хорошо осветляет, но он с шестерки тоже поднимает, но хуже. А вот начиная с семерки, он прекрасно поднимает, он может поднять даже на 3 уровня легко окрашенные волосы, то есть косметическую базу. Тоже можете этим пользоваться. Если вы будете добавлять спецблонды в краску для того, чтобы поднять, вы поднимете, но спецблонд съест краситель. То есть у вас на выходе не будет именно того цвета, который вы запланировали получить. Поэтому если вы хотите сделать свою модель клиента светлей с помощью спецблонда, вы можете поднять цвет, но потом вам надо будет тонировать, потому что всегда на выходе будет другой оттенок, не то, что вы планируете, то есть будет более желтенький, даже если вы добавите холодные цвета. Потому что если вы хотите сделать светлее косметическую базу, то здесь работа спецблонда будет по-другому идти, и, соответственно, все пигменты, которые содержатся в нем, холодные, они просто выработают себя, и, соответственно, холодного цвета уже у вас тогда не будет. А вот это вот я хотела вам как бы рассказать. Давайте еще вопросы, может быть, я что-то еще по ходу вспомню. Устала уже? Нет, что? У меня уже язык заплетается. И, значит, смотрите, я тонировать не буду. Я опять буду в мойке чуть-чуть эмульгировать. У меня краска высидит полностью, свое время выдержки выработается. И, соответственно, когда я смочу волосы водой, у меня запустится новый процесс. И этот процесс я долго держать на волосах не буду. То есть буквально несколько минут, и мы с вами смываем. Для того, чтобы немножко выровнять структуру волоса по цвету. Вы сейчас все это увидите, я вас туда отвезу. Потому что лишний раз, если красить волосы, то, конечно же, понимаете, волос сохнет. И качество волос становится похуже, поэтому не хотелось бы. Каждый раз вы думаете, что вы делаете. Либо наносите безаммиачный краситель, у нас существуют, есть еще кислые красители, которые также благоприятно влияют на волосы. Они отличаются от работы обычных красителей тем, что они обволакивают, то есть они находятся практически под чешуйками, и они не проникают вглубь. За счет этого волос как бы набухает, наполняется,
Но он считается нестойким, как вы понимаете, но зато как бы придает безумный блеск, потому что, наполняя волос, чешуйки, получается, примыкают плотно, и волос становится такой блестящий, такой красивый. Так что можете этим пользоваться. Да, у нас существуют вот такие красивые цвета, красивые оттенки в этих кислых красителях. Это они же у нас не смешиваются с окислителями, это считаются прямые красители. Вот так вот, что только ты не знаешь. Что ты все узнала. Я это не знала. Они, конечно, у нас не осветляют, на этой мощности у них нет. Так, ну у нас еще 5 минут, вы тогда поболтайтесь и подождите, когда мы приступим дальше к работе. Осталось буквально чуть-чуть нам помыть, так что терпите. Давайте я вас переверну. Могу даже вас подвести к нашей мойке. Кстати, сейчас я посмотрю, у меня не сел телефон еще. Нет, батарейка держится. Вот, сейчас мы с вами будем здесь мыть. Вы можете пока сходить еще попить что-нибудь. Так, сейчас вот так мы положим. Почему? Потому что у нас с вами предстоит работа еще на час. Мы сейчас помоем в моечке и будем стричь. А стрижку вы должны смотреть внимательно. Поэтому пока у вас сейчас есть еще там буквально минут 10, можете сбегать за чем-нибудь вкусненьким. Я представляю, сколько ты уже... 4 часов. Ничего себе. Обалдеть. Время уже 9. Это сколько? 6 часов? Нет, подожди. Ну да. Не считать уже. Вообще без этого, без перебивки прям? Нет, полчаса у меня будет, потому что девчонка, я что-то как-то времени неправильно рассчитала, то ли она работает, даже не помню этого момента, но она, я думала, она в 6, она в 6:30. Поэтому я прервала эфир и уже включила момент. Во сколько вы закончили? С ней, ну вот перед тобой. Ну ладно. Я пришла без 15 и без 20 лет. И да, я просто начала что-то там наговаривать, я уже не помню, о чем я говорила. Работаем. Ну это куда это говорить-то? Да? Да. А давай как-нибудь покрасим ее в кислые краски. А она у тебя только на конце будет. На коноформе нельзя. Она не осветляет, у нее нет мощности. Она просто она просто тонирующая краска. Можно покрасить на коноформе, потом все тебе сделать с этой кислой краской. Можно вот так сделать. Ну, можно. Но ты сильно разницы первый раз это же не поймешь. Мне что-то, знаешь, это... Что-то хочется, да? Нет, как я подкупила то, что волос становится Ой, плотным. Для этого ты должна кератином еще мыть дома каждый раз. У меня же нет Я кератина, у меня уже закончился. тебе надо, да? Надо. Хорошо. Пойдем, потихонечку. Да? Я тебе дам в конце, хорошо? Ты мне напомни только. Мне тоже коробка пришла, я наверное, заказала. Сейчас только я посмотрю, кому чего я заказала. Все, мы пришли. Сейчас будем купаться. Так, аккуратненько падай. Аккуратненько клади. Так, вы все видите? Ох, далеко. Сейчас, секундочку. Мне надо подвести поближе. На волосы, конечно. Вот так вот. Сейчас мы с вами будем эмульгировать. Вы должны смочить волосы. Время выдержки у нас уже прошло.
слишком мочим волосы. Обязательно контролируйте процесс, чтобы сильно не засерить концы. Потому что концы, они более нежные, более ранимые. Вы, конечно же, обязательно мойте в перчатках. На меня не смотрите. Старайтесь ручки свои беречь. Чуть-чуть она сейчас полежит, и мы пойдем дальше, вернее, продолжим мыть. Вы можете пока за это время сэмульгировать краску с кожи. Так, сейчас, секунду, я не вижу, что вы мне написали. Перекур, горят пальчики. Ну, если честно, пока не успели. Я потому что здесь с водой рядом. А так, конечно, обязательно прячьте ручки свои. Я вижу вас одни. Проверяем, смотрим всегда на прядки. Надо нормально?
Видите, сколько мы с вами добавляли холодных цветов, а цвет у нас получается такой нейтральный. Моем второй раз. Чем? Шампунь. Шампунь, да. Видите, специально фиолетовый шампунь. Спенсблонд все-таки старайтесь хорошо смывать. Я вам в прошлом видео рассказывала про мощность спецблондов, поэтому это особенная краска, к ней особый подход. Ну и обязательно кондиционер после, стабилизатор.
вы мыли шею, не забудьте промыть ее. Мгм. Все, теперь пошли, приступим к стрижке. Мгм. Пойдем. Обязательно помогайте клиенту встать, потому что может закружиться голова. Пережимается все-таки у нас шея, наши сосуды. Поэтому обязательно помогайте. Ну, сейчас самое интересное. Меня будут раздевать. Да. Шея мокрая, поэтому обязательно вытираете вот так. Мгм. Так. Все, сейчас приступим. Так. Где у меня? Какие-то пожелания у тебя есть сегодня? Нет. Желательно коротко. Ну, у тебя просто сейчас очень длинный, на мой взгляд. Там же сколько ж уж прошло. На море съездила. Потому что вот эта зона у тебя совсем сухая стала. Да? Да, Из-за моря зона. Ну, на солнышке выгорела. Ну, наверное. конечно. Так, сейчас я вам... Ну, вы видели, наверное, у меня какая она пришла. Здесь у нас с вами стрижка необычная. Необычная. И самое сложное, самое основное, да, вот рост волос вот здесь на лице. Вот смотрите, вот здесь вот у нас рост волос все время раскладывается на две части. Сейчас я вам покажу. Вот здесь на две половинки раскладывается. Поэтому вы сразу же причешите челку, потому что она высохнет. И вам будет сложно потом с этим работать. Обязательно причешите так, чтобы она у вас не поднималась и лежала ровненько. Опять же, также мы с вами делим на зоны, которые нам не нужны. Убираем их в сторону. И приступаем уже к стрижке. Так, ну вы обратили внимание на форму роста, то есть на форму всего обратили внимание. И поэтому мы с вами будем создавать как бы новую стрижку именно для конкретной Ирины. То есть, конечно же, на других клиентов
Такой стрижки уже, конечно же, нет, повторить невозможно. Именно под структуру роста, именно под типаж, именно как она носит. И вы увидите, как хорошо, когда, как легко получается, когда стрижки не надо укладывать. Значит, у нас с вами внизу прямая линия, у нас с вами натяжение ног, и мы с вами укорачиваем просто линию. Сделаем окантовочную линию внизу. У меня идет без закругления, линия должна быть прямая. Обязательно проверяйте. Лево-право, чтобы у вас все было ровненько. Как всегда, мы с вами поправляем, убираем и дочищаем, если у нас что-то с вами лишнее. Чуть-чуть на бочок, потому что здесь уголок более длинный. Давайте поближе покажу. Дочищаем, потому что снизу у нас может быть рост волос, пушковый волос, который будет вылезать. И, соответственно, эту зону тоже в другую сторону голову натягиваем и дочищаем. Убираем пушок, который здесь может быть. Мы уже переходим к самой стрижке. Опять же, мы с вами отделяем по центру прядь. Берем. И у нас с вами идет натяжение 90, срез перпендикулярный полу. То есть 90-90 называется. Сейчас я вам покажу. Видите? 90-90. Срез ровный. Убирайте длину, на которую вы рассчитываете. У нас с вами, не забудьте, что здесь уже есть контрольный прядь, к ней подводите. Так, показывать вам дальше. Давайте с этой стороны начнем. Переходим на диагональный пробор. И все равно у нас с вами идет 90-90. Видите, я не создаю угол никакой. Я также натягиваю прядь ровно. У меня здесь контрольная линия, здесь контрольная линия. Я соединяю. Угла, как видите, никакого нет, я его не держу. Угол. Переходим, но уже подтягиваем наши следующие зоны все к предыдущей пряди. Помните, у нас нет угла, у нас 90. Также переходим на другую сторону. На диагональ перешли, натянули. Девяносто. Дальше перешли, натянули, срезаем. Последний подтягиваем. Проверяем. Здесь у меня идет удлинение легкое, поэтому, видите, вот оно удлинение.
Поэтому мы все равно здесь все подравниваем, все выравниваем, удлинение не убираем. У нас с вами вот эти места длиннее. Проверяем с вами длину, обязательно лево-право, чтобы вы ни в чем не ошиблись. Все, опускаем. Переходим к следующей линии. Опять же по центру отделяете. Натяжение 90, срез 90. Видно, да? То есть мы с вами продлеваем линию нашу, которую мы задали. Переходим на диагональ. Подтягиваем уже все волосы к пряди, которые только что простригли. Здесь тоже переходим на диагональ. Так, не видно, переезжаем. Так, перешли на диагональ. Простригаем. И уже попрядно подтягиваем. Проверяем. Повторяем то же самое со следующей зоной. Вы помните, у нас форма головы идет по кругу, но мы не повторяем форму головы. Мы стрижем перпендикулярно полу, не меняем линию. За счет того, что у нас голова с вами закругляется, а форма у нас с вами идет перпендикулярно полу, срез, у нас с вами здесь получается небольшой объем. Растригли, переходим на диагональ. Подтягиваем все волосы к середине. Как всегда проверяем. При такой стрижке линия у вас в разрезе будет вот такая ровная.
У нас, видите, удлиняются вот эти места, то есть они у нас достаточно густые. Нам надо, чтобы они торчали при сушке, то есть чтобы они были за ушками видны. Так, смотрим дальше, что у нас с вами здесь. Что тут? Длина. Угу. Так, вы помните, что самое объемное у нас с вами получается, когда равномерное, да? Сейчас подвину. Так, видно, если я натягиваю? Видно. Поэтому мы с вами уже сразу переходим. Берем наша контрольная прядка простриженная. Ищем ее. И переходим, вот видите, в равномерную стрижечку уже на верхней затылочной зоне и макушке. Мы с вами здесь переходящую прядь делаем, а вторую. Аккуратно все переводим. Эту зону уже подтягиваем. Вторая прядь от центра, переходящая, контрольная. Дальше уже все подтягиваем. Мы не открываем уши, поэтому подтягиваем, чтобы у нас здесь длина сохранилась. Ну, за счет этого, видите, какая форма у нас получилась. Достаточно объемная, даже в мокром виде. Теперь мы с вами переходим на виски. Сейчас вы посмотрите, вот какая у нас здесь линия. Посмотрите. Видите, какая линия получается? Видите, достаточно длинные волосы. Видите, вот у нас. Они у нас должны перейти, мы не открываем ушки, в ушко, но должны создать с вами легкую линию. Сейчас я вам покажу, как вы будете брать пальчики. Но не забывайте, что волосы надо смочить. Видите, они у нас подсохли. Мне надо оставить длину, но в то же время сделать короткую часть в височной, верхней височной зоне и в топ-зоне. Поэтому мы с вами, как всегда, так как у нас прострижена уже затылочная зона, она является для нас контрольной. Мы с вами берем прядь за ушком, которая... Видите, как я беру? Обратите внимание. То есть у меня натянута прядь. Я беру, выворачиваю пальчики и буду срезать. То есть та линия, которая у меня идет в верхней височной зоне, вот у меня здесь контрольная прядь, вот она контрольная с затылочной зоны. Это будет моя основа. То есть я на нее буду упираться. Все, поехали. Видели, я косой пробор сделала. Диагональный. Переходим дальше. Перешли на следующую линию. Контрольную я свою вижу. Убираю. В этот раз, видите, я отчесываю не на себя, а от себя прядь. И вот обратите внимание, какая у меня получается линия. Видите, здесь у меня получается у лица покороче. Тогда, когда мы с вами отчесываем от себя, видите, обратите внимание. Отрезаем. У меня линия у лица короче. За счет этого я получаю объем в этом месте.
то есть в затылочной над ушком зоне. И здесь у лица короткую стрижку. Вот после того, когда вы вот это сделали, уже вот это простригли, мы с вами немножко выравниваем уже нижнюю вот эту линию. То есть вы убираете только самый пушок, потому что мы оставляем длину. Перешли к следующей. И продолжаем также. У меня здесь с вами контрольная. Убираем лишнее. Переходим по диагональке дальше. Натягиваем, уже подходим ближе к лицу. Вы можете ее проверить, натянув пряди, как вы натягивали к лицу чуть-чуть. Видите линию среза, да? Сейчас я вам покажу, может с этой стороны будет лучше видно. Видите, то есть у меня здесь идет длина, здесь короче. И если мы с вами подтягиваем вот к лицу, видите? Вот смотрите. Это именно с разворота пальчиков так получается. Видите, какая красивая получилась линия. Теперь в противоположную сторону переходим. Так, смочили сторону, если у вас подсохли волосы. Опять же берем за ушком нашу контрольную. Пальчики выворачиваем, но уже зеркалим, не забывайте об этом. И контрольную не теряйте, контрольную у нас с вами на затылке. Все, поехали. Отчесываем к лицу прядь. То есть у нас как бы получается, вы должны переместить нашу контрольную на прядь, которую вы сейчас отделили. Дорабатываем также внизу. Убираем наши длинные, которые нам мешаются. Не забывайте, пожалуйста, сравнивать теперь. Так как мы с вами простригли две зоны, нам надо сравнить длину. И височки обязательно тоже. И за ушками длину.
Теперь переходим к нашей уже топ-зоне. Щекотно? Не знаю, что. Я не знаю. Вот раз, да, сухие чуть прям вообще. А потому что дольше же мы же с тобой сейчас. Ага. Я же рассказываю все, поэтому получается, что чуть дольше. Потерпи меня. Осталось немножко. Так, девчонки, давайте дальше. Давайте сдуем лицо. Да. Закрой глаза. Так, поехали дальше. Так, плохо видно. Сейчас, секунду. У нас с вами здесь уже задана длина, если вы помните, на затылке. И мы с вами смотрим, как растет у нас рост волос у лица. Да, мы с вами говорили о том, что у нас вот здесь все время разваливается. Поэтому у нас как бы самая короткая зона будет. Помните, здесь на затылке длина задана. Опять же, я беру здесь контроль же, я беру здесь контрольную линию свою, чуть-чуть смещенную, как вы видите. Так, поворачиваю, показываю вам, что... Угу. Вот она моя контрольная, которую я задала. И начинаем стричь. Под наклоном, потому что челка у меня короче. То есть не параллельно полу. Значит, смотрите, я не совсем подтягиваю все к центру. Я немножко смещаю, то есть на половиночку я смещаю, для того, чтобы у нас сильно разница в длине не была. Свою контрольную прядь немножко смещаю в сторону, но конкретно сейчас влево. Но она у меня не сильно переходящая, не забывайте. Это другая стрижка. То же самое справа. Так, не получается. Давайте я рисую. Вот так, да? Вот. Нет, не видно, да? Меня будет, я закрывать буду. Как же мне поставить? Вот так. Здесь теперь ее проверяем тоже. Значит, ну не забывайте, что у нас легкое удлинение идет налево. Поэтому мы с вами, когда поднимаем волосы, прорабатываем, все равно прорабатываем с удлинением налево. Видите, у меня не сильное удлинение, легкое, как я вам обещала. Видите, небольшое удлинение, если вы обратите внимание. Здесь, видите, у нас все ровно получилось, все замечательно. Но я уже по привычке все равно щелкаю ножницами, даже если все хорошо. Так, значит, дальше. Дальше мы с вами дорабатываем линию лица. Видите, вот я вам говорила, вот здесь раскладывается, поэтому от этой линии мы с вами и стрижем челку. Не открывай глазки.
Все подчесываем на лицо. Видно? Но вы не забывайте, у нас здесь длина. Поэтому мы с вами в длину выходим. Поверни чуть, пожалуйста, на бочок. Выходим в длину. Угу, видно. Угу. Плавно перешли, видите? Теперь также в другую сторону. Так, видно? Обязательно все сдуваем с лица, потому что неприятно. И теперь, как всегда, мы с вами проверяем эти зоны. Поднимаем, смотрим, где есть уголок, смягчаем. Теперь переходим к сушке и дальше дорабатываем. Я замолкаю, потому что меня будет не слышно. Не вижу я тебя без зеркала. Девчонки, вы у меня зеркало, так что пишите. А по мне будет развернуть. Так, дай я тебя посмотрю. Угу. Нормально? Жива? Да, почти. Все, закрываю глазки дальше. Опять? Ну, надо теперь дальше дорабатывать. На сухую. Все, теперь поехали к самому основному. Теперь дорабатываем. Значит, мы смотрим, как ложится у нас челка. Да? Видите, она все равно имеет свойство раскладываться. Поэтому чуть-чуть голову вниз, чтобы не повисла на носике. И чуть-чуть мы с вами ее дорабатываем. То есть убираете волосы, те, которые вам не нужны в работе. Надо бы мне попить. Да? Сейчас я пойдем. Ты еще воды принести или тебе хватит? Угу. Спасибо. Так, продолжаем. Поднимаем на расческу и края чуть-чуть смягчаем, облегчаем, чтобы не было топорного среза, чтобы срез был везде мягенький.
показывать. Чуть-чуть, да? Ага. Я тут не развернусь сейчас. Вы нигде попало, а вы смотрите по линии. Вы поднимаете, вы видите линию. Если ее надо облегчить, облегчайте. Если не надо, все, не делайте этого. Не надо все делать через край. Это не просто так, это для того, чтобы просто по-другому лежали волосы. Красиво. Не переборщите, все в пределах разумного. И к затылку переходим. Опускай. Там щекотно у лица, поэтому надо чуть-чуть сдуть. Ну вот, обратите внимание, как у нас получилось красиво уже. Достаточно объемный затылок. Видите, все пушистое, все объемное, даже без использования расчески. Вы только через зеркало не забывайте смотреть. Я уж просто подошла вперед.
Все, сдуваем теперь. И наша модель готова. Как вам результат? Ну, вот наша короткая стрижка. Вы, кстати, очень много просите показать совсем короткую стрижку. Сейчас я вас поближе принесу. Нет, посмотреться можно. А? Нет, посмотреться можно. Да? Поворачиваем. Воротничок мы достанем. Угу. Ну, да, наконец-то вернули. Так, девчонки, вы что-то написали? Я не увидела. Сейчас я посмотрю, что вы мне написали. Здорово, отлично. Девчонки, я тоже очень рада. Давайте я вам покажу уже сейчас финиш, что у нас здесь. Сейчас я вас разверну. Так, вот наша модель. Вот посмотрите, видите, не передается цвет, конечно. Но, поверьте, цвет получился очень красивый. Угу. Вот, где бы поймать его. Вот посмотрите нашу стрижку. Давайте я вам покажу снизу, как она выглядит. Вот. Кстати, вот посмотрите, какой получился у нас объем. Если учесть, что мы даже не укладывались. Вот так вот растут волосы у нас. Все, эта стрижка была сделана по росту волос. Так, сейчас я вам покажу другую сторону. Угу. Вот смотрите, как смотрится здесь на ушках это все. Просто супер звезда. Правда, Ириш? Вот так. Все. Клиент доволен. Да. Да, девчонки, я сейчас тогда немножко переключусь, провожу Иришку, и вам буду схему рисовать. Или схему не надо? Скажите мне, напишите. Или схему вы поняли, потому что это очень сложная стрижка. Схему тоже рисовать сложно, это нужно понимать. Так, я вас уже переключила. Стрижки. Так, нужна схема. Тогда вы сидите и ждите. Сейчас я быстро вернусь к вам. Так, а как мне... А я не могу. Давайте я напишу, Ириш. Потом, ладно? Давай, но я все равно ж тебе на это. Да, я тебе напишу, потому что я сейчас с девчонками схему Все, буду. все, окей. Ладно, все. Окей, я тебя люблю. Да, Спасибо. спасибо большое, Ирише. Всем говорим спасибо. Где она? Спасибо. Все, да? Нет, давайте нарисуем, потому что если я сейчас расслаблюсь, я уже больше не смогу вам ее рисовать. Поэтому рисуем сейчас. Давайте, поехали. И ты мне только напиши, какие числа, ладно? Чтобы я посмотрела. Хорошо. Ты до конца года расписалась? Нет еще? Нет, какой? Ну, короче, напиши мне, ладно, что мы там с тобой. Потому что там уже очень много занято. До к декабрю, да. Куда все тут успевают? Все, знаешь, самые хитрые. Так, ладно, девчонки, давайте с вами со схемой. Значит, у нас с вами давайте затылок начинаем. У нас с вами внизу ровная линия на затылке. Да, мы с вами подстригаем ровную линию. Это наша с вами окантовка. Здесь выглядит вот так. То есть по прямой вы поставили расческу, и у вас вот это выглядит, как будто вы подстригли каре. То есть прямая линия здесь. Все натянули. Это наш первый с вами ряд. Второй уже ряд у нас идет по-другому. Оля, пока. Давай, Спасибо. спасибо тебе, Ириш. Спасибо. Ага. Мы с вами делаем
Естественно, по центру прядь, как всегда. Натяжение у нас идет 90. Но, давайте я вам... Вот видите, какую большую нарисовала-то. Уже некуда нарисовать мне. Ну ладно, внизу увидите, наверное. Давайте внизу нарисую. Так, вот она наша голова. Так, значит, вот это у нас с вами был первый ряд. Значит, у нас первый ряд. Так, вот это второй уже ряд. Значит, у нас с вами прядь натягивается и стрижется ровно перпендикулярно полу. То есть вот у нас пол, и она стрижется перпендикулярно полу. Понятно? И дальше вся вот эта у нас зона пойдет у нас перпендикулярно полу. То есть все вот это в одну линию должно быть. То есть все линии здесь в одну линию сходятся. То есть все перпендикулярно полу. Понятно? И вот эта вот наша первая зона, которую мы простригли, она является контрольной. То есть она была вот здесь у нас, наша контрольная, вот она, да? Вот так она у нас была. И она перешла вот сюда. Вот по этой линии мы стрижем все дальше перпендикулярно полу. Но самое интересное, что мы с вами все, получается, один у нас с вами переходящий, да, получается. Так, переходящий сюда, контрольная, да. И, значит, получается, сколько у нас? Раз, два, три, да? Раз, два, три. Да, значит, следующая у нас переходящая. И вот эти все остальные мы подтягиваем к третьей. То есть у нас должно быть вот этот наш угол пряди должен совпасть как бы с прямой. Вот сюда должен попасть у нас угол. То есть вот эта линия у нас должна совпасть с линией внизу. Потому что у нас с вами дальше будет продление за ушко. Если вы помните, продление за ушко будет. Отключу, там уже звонки начались, меня уже потеряли. У меня сегодня, видите, выходной должен был быть. Так, раз, два, три. Понятно, да? То есть у нас с вами переходящая, переходящая, и все вот эти подтягиваем к ней. Понятно? Так? Значит, мы с вами простригаем также и вот эти зоны все остальные. Также простригаем, как положено. Центральная, и вот это раз, два, подтягиваем все к третьей. Подтягиваем к третьей. Это все усвоили для того, чтобы у нас вот эта зона была уже была длинная. Так, теперь мы с вами переходим уже на макушечную зону. На макушечную зону мы с вами опять же берем первый у нас уже под вечер забыла, как называется, вертикаль. Второй у нас идет с вами уже пошло по диагонали, да, то есть у нас с вами диагональный пробор, это переходящая. А вот эти все, которые дальше идут, они все подтягиваются к ней. То есть вторая у нас переходящая, а все остальные подтягиваются. Вот так. Понятно? Что у нас здесь происходит на макушке? У нас здесь с вами равномерная. То есть 90, 90. Да, вот это вот равномерная идет. То есть вот эта заданная длина переходит в эту заданную длину. Одинаковая длина, что здесь, переходит. Здесь у нас равномерный срез. И теперь у нас у лица. Теперь у нас с вами контрольная прядь здесь. У лица мы с вами делаем короткую челку. Поэтому у нас с вами идет, опять же, срез под наклоном. Здесь у нас уже идет с вами каскадная форма. Так. Здесь уже под наклоном. Естественно, вот эта длина у нас задается челкой. То есть, которая вот здесь. У нас челка, она переходит вот в эту нашу контрольную длину. Получается две контрольные. Одна здесь и вторая здесь. И мы с вами их соединяем. Все, записали себе, все поняли, да? Так, как здесь у нас с вами теперь на макушке, да? Давайте я вот это вот сотру сейчас, я вам нарисую вот эту зону, как мы с вами идем. Вот у нас с вами идет, сейчас я это
нарисую, это пол головы пускай будет, здесь у нас уши. Значит, вот смотрите, у нас с вами пробор был здесь, помните? Соответственно, от этого мы с вами стригли. Вот у нас одна прядка. Дальше мы с вами, вот толщину я как бы нарисую прядки, да? Потом вот это одна прядка, мы ее с вами простригли. Дальше я беру вторую прядку, вот она здесь, вторая прядка. И я центр перевожу не вот сюда, не вот сюда, а вот на эту соединительную линию. То есть у меня как бы получается соединение будет между ними, вот так. Дальше я беру третью прядку и центр перевожу вот эту вот свою контрольную линию вот сюда. Понятно, да? То есть я иду по чуть-чуть, движение идет. То же самое здесь. Я здесь двинулась, контрольная прядь у меня перешла сюда. Да, привет, моя хорошая. То есть по движению у меня не к центру, то есть не к этой пряди, не к этой, а именно посередине между прядями. За счет этого у меня получается легкое передвижение, что в одну сторону, что в другую. То же самое и здесь. То есть мы с вами передвигаемся. Здесь получается небольшое удлинение, то есть не сильное. А вот это вот у меня получается небольшое удлинение вот здесь. Потому что здесь у меня челочка, если вы помните, она идет на удлинение немножко. Вот так. Все, вот это разобрались, да? Маленький шаг здесь получается. Вот, ну и потом, как всегда, мы наши вот эти зоны с вами сравниваем. Вот эту зону с этой зоной, с нашей с височной. А, виски мы с вами не нарисовали, да? Виски самые сложные. Так, это запомнили, да? Все нарисовали себе. Здесь с висками очень сложно получается, да? Значит, вот у нас с вами голова. Так, давайте висок. Давайте, я знаете, что я висок побольше нарисую, чем он у нас здесь есть. То есть все у нас будет большой висок. Давайте, вот он у нас висок. Первая зона, вот эта височная. Значит, мы с вами берем, наша контрольная, это вот она, да? Вот это КП, контрольная прядь. Мы ее с вами взяли, в диагональ сразу перевели и начинаем простригать. Первую мы с вами простригли. У нас здесь контрольная, видите? Вот отсюда мы перевели. Простригли по этой пряди. А дальше у нас с вами идет движение. То есть моя контрольная переместилась сюда. Потом дальше контрольная переместилась сюда. Контрольная переместилась сюда. И здесь получается коротко у лица. То есть вы наоборот не подтягиваете вот эту прядь к своей контрольной. Нет. Мы подтягиваем контрольную к новой пряди. Подтягиваем вот эту контрольную к новой пряди. Подтягиваем контрольную к новой пряди. Понятно? У вас идет уменьшение к лицу, то есть более короткое. Вот таким образом можно, кстати, создавать и градуированные стрижки, которые с углом под 45 градусов. Я вам, кстати, там подготовила, еще не озвучила, асимметричную стрижку вы просили. Я ее там нашла, я снимала ее еще, по-моему, на тот Новый год. Ну вот, наконец-то, я ее вам заканчиваю монтировать и скоро покажу. Так что запомнили, как виски делаются. Вот эта зона височной стрижется точно так же. То есть мы с вами передвигаем контрольную прядь к лицу. За счет этого у нас получается, уменьшается длина у лица волос. А здесь остается длинная. Так, ну все, наверное, девчонки, на сегодня. Я уже еле разговариваю. Я надеюсь, мы сегодня с вами продуктивно поработали. Я надеюсь, что вам понравилось. Так что вы подписывайтесь на меня. Значит, что приходите на обучение. Конечно же, когда мы с вами тет-а-тет работаем, то гораздо вы быстрее понимаете, чем сейчас. Здесь сложно показать. Я вам поставлю ручку, и вы уже будете просто это наглядно видеть. Так что приходите, подписывайтесь. Естественно, я вас всех люблю. Вот, так что все, жду вас. Пока-пока, пишите.